Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы продолжаем наше большое приключение по Филиппинам. И сегодня нас ожидает прогулка по горной реке до водопада. Итак, друзья, сегодня у нас будет прогулка, которая называется каньонинг. Мы приехали утром, правда не совсем рано, чуть позже расскажем почему. В специальную точку, в компанию. Приехали мы сюда на скутере, потому что у нас не было трансфера, порядка 15 километров от места, где мы живем. И сейчас будем проходить небольшой инструктаж и вам все расскажем. В начале нашей прогулки мы заполнили небольшие документы о том, что мы совсем согласны, что не имеем претензий в случае чего, что это мы по собственной воле идем на этот каньонинг. Также сейчас мы возьмем обувь, нам выдадут жилеты, каски, в общем полное обмундирование, потому что тут безопасности уделяется большое внимание. Ну и дальше уже отправимся. Ну, вот так выглядит наше снаряжение. Каски, потом спасательные жилеты, это обязательно для того, чтобы отправиться на каньонинг. Сейчас все примеряем, чтобы было все по размеру. Также мы надели обувь специальную, которую здесь также выдают. Можно подобрать и по размеру. Сейчас мы ждем еще мотобайк, на котором мы отправимся до точки старта. Пока расскажу вам о том, где мы находимся с вами, собственно говоря. Мы находимся на острове Сибу, в деревушке, которая называется Молбол. Именно здесь это основное развлечение, этот каньонинг, это то, зачем сюда многие приезжают, получить небольшую долю экстрима, посмотреть красивые виды, прогуляться к этому водопаду. Сама эта экскурсия проходит с 6 утра, то есть вы сюда можете приехать на нее либо очень рано, то есть с 6 к 8 утра, либо сделать это как мы приехали сюда часам к 12, то есть достаточно поздно уже, но все равно мы должны все успеть. Нам сказали, что вы можете приехать сюда с 6 до часу примерно, поэтому мы сюда приехали к 12, нам уже выделили гида, у нас будет экскурсия лишь для нас двоих, то есть такая private достаточно экскурсия, вот, поэтому все должно быть интересно, быстро. Расскажем вам по дороге о том, что мы видим, откуда мы прыгаем, какие будут виды. В общем, следите. Так, мы уже готовы поехать. Попили немножко кофе, пока ждали мотоцикл. Кирилл садится первый. Снова он в качестве пассажира. Это я не привык, я больше люблю в качестве водителя. Втроем едем на одном мотоцикле. Да, ну, по-моему, впервые такой, да? Или... Нет, был уже такой. Да. Был уже такой опыт. В общем, надо держаться. Да. Мы больше привыкли, ну, лично я в качестве водителя, а Тома в качестве первого пассажира единственно. А тут мы едем втроем. Ехали мы, наверное, минут 10-15, то в горку, то вниз. В общем, по такому серпантину получается. Сейчас уже доехали до места сбора. Здесь есть много других групп, которые также отправляются на каньонинг. Сейчас время, наверное, около 12. Все-таки мы приехали в компанию чуть раньше, чем 12, я сказал. Вот, поэтому сейчас время около 12. И здесь есть в начале две опции. Либо вы можете самостоятельно спуститься вниз к началу, либо проехаться на зиплайне. Здесь располагается зиплайн. За дополнительную плату вы можете совершить полет в стиле Супермена с зиплайна сверху вниз. Сейчас мы это и сделаем. Это дополнительно стоит 600 песо. Вот сейчас Томочка оформляет там документы, платит за это развлечение. И мы сейчас будем подниматься наверх, чтобы спуститься с зиплайна. С нами сегодня на каньонинге будет наш гид, который зовут Сани. Nice to meet you, Сани. Yeah. Hello, guys. Так, небольшой инструктаж был. Нам рассказали вкратце о том, что нас ждет. Сейчас мы сели на скутер и отправляемся еще в одну точку. Оказывается, есть второй зиплайн, который лучше, чем этот. На этот раз мы с Томочкой разделились, она едет на другом скутере. Сейчас мы приехали к зиплайну, к другому зиплайну. Мы на самом деле не знали, смотрели много выпусков про каньонинг, но не знали, что здесь есть еще один зиплайн. Видимо, его совсем недавно построили. Стоимость 600 песо с человека. Сейчас мы это дело оплатили. И вот сейчас будем подниматься
наверх. А потом будем лететь вниз. Сейчас я вам покажу, как выглядит зиплайн со стороны. Вы можете отправиться на нем в спуск вниз как сидя, так и в позе Супермена, то есть лицом вперед. Лицом вперед, я думаю, поинтереснее, для более острых ощущений. И вроде, когда смотришь со стороны или готовишься к прыжку, то совсем не страшно. Мы до этого на зиплайне много раз съезжали, скажем так, и никогда не было страшно. Но сейчас, поскольку мы выбрали позицию Супермена, плюс здесь еще так достаточно крутая высота, достаточно длинный такой спуск, ну не знаю, сейчас все проверим. Вот так вот можно спускаться сидя, как эта пара. Сейчас мы посмотрим. Так, ну я уже нахожусь головой вниз, меня прицепили, вот сейчас вот так вот вишу. Я жду, пока Томочку тоже зацепят. И сейчас мы с ней вместе параллельно отправляемся. Ну все, мы готовы, друзья. О, непривычное ощущение, конечно, впервые. Супермен! Томочка немного отстает. Видимо, я быстрее за счет того, что я вешу гораздо больше. Томочка вот там вот. В общем, немножко жесткое приземление, как всегда, потому что ребята не рассчитывают мой вес и не бывает готовых к такому торможению. Короче, это стоит каждого потраченного песа. Это нереальное ощущение полета. И очень важно, чтобы именно вы пошли на второй зиплайн, потому что он гораздо выше, чем первый. Да, там параллельно еще первый был зиплайн, но к которому мы подъезжали. В общем, классно, на самом деле не страшно, то есть, ну, абсолютно. Да, даже комфортнее, потому что когда ты едешь в сидячем положении, тебе что-то там давит. Это правда, это правда. Вот недавно мы на зиплайне проезжали Пуэрто-Принцесса. Пуэрто-Принцесса, да, там мы сидя с вами скатывались, вот, и поэтому мне было не так комфортно. А сейчас, когда лежишь, вес тела полностью у тебя распределяется. Да, распределен, он на таком гамаке. Ты как будто отдыхаешь и наслаждаешься видами, можешь поснимать что угодно. Потом хочешь прилетать, смотреть, как приземляется. Да. После зиплайна у нас наконец-то началась прогулка, так называемый каньонинг. Мы, как нам сказал гид, будем сейчас примерно минут 10 спускаться. Спускаемся мы по каменной лестнице. Наверное, минут 10 мы спускались. Сейчас мы дошли до горной реки. Здесь много людей. Сейчас мы будем спускаться в эту реку, проплывать, откуда-то спрыгивать. Поэтому большая часть пути уже водная будет в аквабоксе, который мы будем надевать. В общем, покажем все вам. Ну что, впервые окунулись, немножко проплыли, пофотографировались. Сейчас вот мы стоим, очень много людей, такая небольшая очередь на то, чтобы спрыгнуть. Здесь будет первый прыжок, невысокий, там порядка 3 метров, поэтому здесь отсюда прыгают почти все. Дальше будут более высокие трамплины, поэтому даже мы, я думаю, будем прыгать далеко не везде и не с каждого.
Ну что, еще разочек спрыгнули, скатились. Везде нас сопровождает наш гид. Он говорит, как лучше где пройти, как лучше прыгнуть. Также берет наш телефон, фотографирует. Обязательно нужно иметь какой-то водный мешок. Но это есть у гида, который туда все складывает, который с нами Вы в поездке. знаете, он ходит просто как мышь, вот так вот очень быстро, мы даже не замечаем. Он все снимает, он такие классные видео делает. Обязательно будем добавлять их в YouTube Shorts, в Instagram. Обязательно Да. смотрите другие наши социальные сети. Переходите в социальные сети, смотрите самую актуальную информацию. Ну а мы движемся дальше, ведь это только начало пути. Проплываешь, а сверху огромные скалы, такие, знаете, как джунгли. Еще свисают лианы, различные деревья. Красота. Тут, наверное, красота, что еще водичка прохладная, да? Водичка идеальная, то есть она освежающая, но не ледяная. Да, она не знаю, но я хочу покрыть себя мурашками. Дошли мы до еще одной точки. Здесь достаточно невысокий трамплин, но прикол его в том, что вы должны встать и спиной упасть назад. Мне кажется, я еще спиной не прыгала, но говорят, что здесь невысоко и должно быть не страшно. В целом я высоты не боюсь, но вот когда ты не понимаешь, что происходит сзади тебя и не видишь. Ну да, это как, знаете, на доверие. Ты должен довериться и упасть. Вот. Вообще этот каньонинг, знаете, преодоление себя. Я, например, всегда боюсь. Тут я не боюсь аквапарков и так далее, я боюсь удариться. Вот, но тут преодоление себя. Но у нас с Томой совершенно разные преодоления, потому что Тома не боится высоты, а я высоты боюсь. Томе больше страшно там что-то где-то удариться, замерзнуть под водопадом, а мне наоборот, под водопадом стоять, там под струями воды, там где-то проплыть, не страшно, а вот боязнь высоты присутствует, поэтому боюсь дальше, а дальше у нас будут высокие прыжки, дальше уже я прыгать не смогу, в общем, посмотрим. Я посмотрю по высоте, потому что где-то я тоже не прыгала, у меня это будет, наверное, первый такой опыт. Диковинку, да. Сейчас мы дошли до станции еды. Да, такая здесь тоже есть. Она находится примерно на половине пути. Здесь можно выбрать на шпажках либо сосиски, либо свинину, либо курицу там с ананасом. Пока возьмем одну на пробу. Не сказать, что мы сильно проголодались. Больше в пути вам скорее потребуется водичка. То есть пить хочется больше, чем есть. Вот, но станция, вот сами видите, с едой. Стоят прям палаточки такие здесь на горе. Дымят вовсю и делают различный гриль. Уточнили, одна шпажка с едой стоит 50 песо. Ну, помимо еды, конечно, здесь есть напитки. Так, я сначала подумала, что это свинина с ананасом, а это свинина с жиром. Поэтому придется осторожнее есть. Ну вот, видишь, это жир, сало. Несмотря на то, что я люблю свинину, шашлык очень вкусный, прожаренный и интересный кисло-сладкий соус. После еды начинаются самые большие прыжки. Сейчас Томочка отправляется к обрыву. Около 7 метров здесь высота. Прыжок прям такой, знаете, ущелье получается. Сейчас покажу вам. Так, друзья, я буду прыгать с 7-метровой высоты. Для меня, мне кажется, это впервые. Но я постараюсь. Да, выглядит достаточно страшно, конечно. До этого для меня, вот, наверное, максимальная высота. Все, что больше 5 метров, оставляем за Томочкой. Пусть Томочка прыгает. Как тебе? Ну, на самом деле, не очень страшно. Для меня больше, знаете, страх, когда вот я вылежу выпуклости в этих скалах. Неровные, короче, поверхности, откуда прыгать. Мне постоянно кажется, что я бы в них там, я не знаю, столкнулся, ударился и так далее. А так, любая высота, если была бы ровная поверхность, я бы прыгнула. Да, ну, в общем, на самом деле, очень классное это мероприятие, каньонинг. И необычные, потому что у нас в последнее время были одни морские туры, как бы один с другим. Вроде как бы интересно, но когда идут подряд, немного надоедает. А это что-то прям такое новое. Да, здесь ты проплываешь, немножко отдыхаешь, любуешься джунглями, природой, лианами. Иногда прыгаешь, иногда, в общем, очень классно, очень классно.
Не зря его так все рекомендовали нам. Сейчас у нас еще одна небольшая остановочка, минут 10 мы шли. Снова палаточка, можно что-то там взять. Даже есть какие-то дошираки, то есть, ну, быстро завариваемые супы, какие-то снеки, вода, в общем. Очередная такая небольшая остановочка. Здесь есть беседка, томочка. Я немножко согреваюсь, потому что для меня, конечно, горная водичка вот эта, она прохладная. Я замерзла. Для меня, знаете, лучше идти вот так вот 2 часа, прыгать постоянно и греться. Ну да, а у меня наоборот. Для меня лучше плыть 2 часа, но не идти, вот, поэтому... И не прыгать. И не прыгать, да, выше, чем 5 метров. Ну что, скоро мы уже дойдем до главной точки. Это водопад. Минут 10 нам сказали еще идти. Там будет водопад и будут уже большие платформы, откуда нужно будет свысока прыгать. Ну как нужно будет? Я не буду, а Томочка посмотрит. Сейчас мы идем вдоль горной реки. Периодически по камням, периодически в воде. Но такая несложная прогулка. То есть вам не приходится куда-то сильно взбираться или спускаться. То есть вполне такой темп удобный. Сейчас мы дошли, пожалуй, до самой высокой точки. Она свыше 10 метров. Вот здесь вот прыгаю с вышки, и Томочка направляется наверх с гидом. Посмотреть, попробовать, скорее всего, прыгнуть. Я пока думаю, проверю, да, посмотрю, потому что вода здесь прохладнее. А я буду как раз нежиться в водичке. Останусь снизу. Нет, мне очень нравится в воде. Идеальная для меня температура, поэтому буду Томочку снимать снизу. Окей. Окей, let's go. Внизу как раз собрались болельщики всех тех, кто прыгает с вышки. Сейчас будет прыжок спиной. Было не страшно абсолютно. Ну, как бы без разницы, 7-10 метров, какая разница? Главное сделать прыжок и свободное падение. У-у-у! Ну что, я довольна, что осуществила этот пункт. На самом деле вообще не страшно, поэтому не бойтесь. Главное вперед и прыжок. И прыжок с 10 метров. Рядом еще также есть тарзанка, но она такая низенькая, просто прыгнуть в воду. Сейчас мы двигаемся дальше. Будет еще небольшая лагуна такая для плавания красивая. Ну и сам водопад. До этого мы видели, что есть еще одна точка, которая выше этих 10 метров, но гид сказал, что она закрыта, да? Да, но мне кажется, что вот действительно, знаете, тут без разницы. Если вы прыгнули с 7-метровой, с 10-метровой и 15-метровой, вы точно прыгнете, потому что вы не ощутите никакой разницы. Да, для меня тоже без разницы. Я прыгнул с 5 метров, а дальше что 7 метров, что 10, я все равно не прыгаю, мне вообще без разницы. Вот. Еще, друзья, видите, для кого каньонинг, а для кого постирушки. Поэтому кто-то прыгает с высоты на тарзанке, а кто-то просто стирает свои вещи или моется, вот как эта женщина с ребенком. Сейчас была еще одна шикарная локация. Просто каскад водопада, прям по камню. Можно и прогуляться там, но осторожно, очень скользко. И фотографии поделать, видео. Наш гид, конечно, тоже затейник. Потому что есть вот здесь основная дорожка, по которой все идут в основном. Вот здесь она, вот тут. А мы с вами спускались вот здесь. Не все знают про этот проход. В общем, классно. Классное место. Сейчас еще идем, гуляем вдоль красивой лагуны. Сверху видим, небольшой водопад стекает. За короткое время встретили русских ребят. Они такие услышали, как Кирилл говорит: о, он русский, тут проходит. Я говорю: да, русский.
сказали, что раньше на другой стороне отсюда прыгали. Вот этот трамплин никак не используется, не знаю, зачем его сделали. Мне кажется, я смотрю вниз, я могу спокойно отсюда прыгать. Виды потрясающие. Мы пришли ко второму уровню водопада, который называется Кавасан. Здесь мы снимаем жилеты, снимаем наши шлемы и идем фотографироваться. Сейчас мы немного подошли поближе к водопаду, пофотографировались. Но сейчас я пришел обратно на берег, чтобы надеть жилет, потому что мы с гидом, с Саней, we go to the waterfall, we go back to the waterfall, behind. Вот, поэтому сейчас посмотрим, что из этого получится. Получится ли подойти туда поближе. Мне нравится, как ты его называешь Саня. Саня, он Саня идет. С Саньком. Ну да, Сашка. Все, погнали. Фу, друзья, это было очень круто. Мы сначала с одной стороны зашли за водопад, поднялись на камень, оказались за водопадом, а дальше удалось прыгнуть прямо в его сердце и пробить насквозь, доплыть обратно. Это очень круто. Это один из самых крутых экспириенсов именно с водопадом. То есть, ну просто идеально, просто идеально. Фу, получается топовый водопад. Топовая тарзанка. Вы видели, когда я прыгал. Очень классно, очень удобно. Ручка не скользит. Ты на ней летишь и прыгаешь в наивысшей точке. Достаточно высоко, наверное, метров 5. Пролетаешь. Класс. Мне очень нравятся все эти развлечения. Может быть, они достаточно однообразные. Там прыгать, да, там как бы с тарзанки, либо с вышки. Но это просто великолепно. Ты вдоволь накупался, вдоволь наплавал. Сейчас мы уже выходим на какую-то финальную нашу точку. Сейчас проходим уже водопад, который мы видели сверху. Мы спустились вниз, потому что идем к финальной точке этой потрясающей прогулки. Наш гид постоянно делает нам фотографии. В общем, помогает пройти. Вообще на эту прогулку отправляться без гида нельзя, но это даже и к лучшему. Потому что у каждой группы есть гид. Помогает, сопровождает, фотографирует, что-то держит, подсказывает. В общем, великолепно. Спустя, наверное, минут 15-20 мы дошли до главной дороги. Там мы сели на трицикл и доехали обратно сюда в офис. Сейчас мы уже сдали все наши жилеты, каски. Фу, в общем, впечатления исключительно самые положительные. Активность началась у нас примерно часов в 12, а сейчас часа 4. Поэтому около 4 часов длится этот каньонинг. Но получается идеально по распределению сил, скажем так. Потому что усталость как раз накапливается. И как раз вот ее столько, сколько нужно. Всего достаточно и купания, и активностей. Сейчас еще у Томочки давайте спросим, как ей это мероприятие. Я думаю, что сегодня мы будем очень хорошо спать, потому что мы столько времени пробыли на природе, среди всей этой красоты, столько у нас было активности. Я, конечно, в восторге, и для нас это такой первый опыт. Еще стоит пару слов сказать о компании, с которой мы проделали все наше путешествие. Называется она Highland Adventure Tours. Настоятельно ее вам рекомендуем. Оставим ссылочку под описанием. Я не знаю, как под роликом. Всех гидов, но наш гид был просто идеальный. Он фотографии делал, везде помогал, показывал, как пройти. Да, я вам рассказывал об этом. У нас был и гид прекрасный, и организация была на высшем уровне. И сам тур стоит 1500 песо с человека. Вы можете дополнительно также заказать пикап, то есть трансфер от отеля до отеля. Нам это было не нужно, потому что мы арендовали недавно скутер, поэтому сможем добраться на нем. Также в эту стоимость у вас будет включен ланч. Также, что еще можно добавить, что туры бывают, как у нас, практически индивидуальные, то есть на 2 человека, бывает на группу, и стоимость от этого не зависит, то есть вы можете договориться даже вот на такую малочисленную группу, как мы с Томочкой. Да, поэтому пользуйтесь, для нас эта активность была одной из лучших
на Филиппинах, пока нам это понравилось, наверное, больше всего. Просто великолепное приключение. Все, друзья, с вами мы увидимся уже на ужине. Вечером еще вкусно надо покушать. Этот ресторан ориентируется на тайской, веганской и филиппинской кухне. Мы решили попробовать филиппинскую, потому что мы столько времени уже путешествуем и даже не познакомились с локальной кухней. Решили этот момент исправить. Мне принесли фреш, сделанный из манго и банана. Он великолепен. Первое блюдо — это закуска, спрингроллы, которые нам принесли. Давайте пробовать. Макаем соус. Это сладкий чили соус. Здесь. Кирилл сейчас будет пробовать не только Да, не спрингроллы. только спрингроллы, а даже основные блюда уже принесли. Ну, в общем, спрингроллы что? Горячие, овощные, вкусные. Сложное название блюда, я запомнила только первое слово, это биштекс, который приготовлен из нежнейшей говядины, которая тает во рту. Соус сделанный из соевого, он еще немножко кисло-сладкий и безумно вкусный. А называется правильно это блюдо бистек тагалок. Подается с рисом, с фруктами, в общем, классное блюдо. А здесь у нас еще рядом курочка. И это блюдо называется, знаете как, чикен халанг. Вот такой вот чикен халанг тоже подается с рисом. Итак, дамы и господа, пробуем чикен халанг. Бульончик очень насыщенный. Мы еще не пробовали такие блюда. Нет, классно, классно. Это на самом деле блюдо, оно и как суп, и как второе блюдо. То есть можете его как хотите использовать. Хотите суп, берите его. Хотите второе блюдо, берите его. Ну и курочка, отборные кусочки курочки на самом деле. Здесь получается курочка. Ну, есть спайси какие-то, чили соусы. Вот, также существует здесь у нас. Специи, скорее всего. Существует что у нас? Ну, что-то из овощей. Не знаю, похоже на перец, но это не перец. Но вот так выглядит зеленый. Может, вы знаете. Может, какой-то местный овощ, Да, какой-то, может, местный. который мы не знаем еще. Ну, перчик, естественно, красный тоже острый. Какая-то зеленушка идет. Но бульон, как я уже говорил, насыщенный. Ребята, это очень вкусно. Горячий бульончик. Он еще с добавлением лимонграсса. И немного этот бульон похож на суп том кха. Друзья, чтобы вы понимали, это место очень популярное. Оно постоянно полное. Когда люди освобождают столики, тут же поднимаются наверх другие. Я думаю, даже внизу образовалась уже даже очередь. Сейчас мы поглощаем все наши блюда. Стоимость на них тоже, мы пока поражаемся ценам на Филиппинах. Это туристическое место недалеко от одного из пляжей. И стоимость на блюдо от 200 до 250 песо. Представляете? То есть весь наш ужин с напитками порядка $15. С ума сойти. Еще один замечательный день на Филиппинах, друзья. Великолепный ужин, поэтому оставайтесь с нами, путешествуйте с нами, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И всем до новых встреч, пока!